Сегодня мы поговорим о горечи во рту с комментарием врача-гастроэнтеролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Горечь во рту. Каковы причины горечи во рту? Первое. Сухость во рту, ксеростомия. Слюна помогает уменьшить количество бактерий во рту. Меньшее количество слюны означает, что больше бактерий могут выжить. Сухость во рту может возникать на фоне приема лекарств, курения, а также при заложенности носа вследствие дыхания через рот. Второе. Пищевые факторы. Цитрусовые, горький шоколад, кофе, приправы или алкоголь. Эти продукты могут временно изменять вкусовые рецепторы, вызывая ощущение горечи. Существует даже синдром кедрового ореха, когда после употребления этих орехов через 1-3 дня возникает горечь во рту. Третье. Заболевание полости рта, гласит, стоматит, гингивит и нарушение ее гигиены, а также неправильно установленные зубные протезы и пломбы. Четвертое. Беременность и менопауза. Горечь во рту – частая жалоба в первом триместре беременности. Как и во время менопаузы, это связано с изменением гормонального фона. Пятое. Заболевания нервной системы, эпилепсия, рассеянный склероз, опухоли головного мозга, деменция, когда происходит поражение центров вкусовой чувствительности. Шестое. Лекарственные препараты, антибиотики, анальгетики, противовоспалительные, противосудорожные, антигипертензивные, снотворные, растительные средства, настой и отвар зверобоя, облепиховое масло. Седьмое. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ГЭРБ – это состояние, при котором содержимое желудка забрасывается в пищевод. Если в желудке кроме кислоты находится желчь, например, при удалении части желудка, когда заброс желчи из 12-перстной кишки становится регулярным, или при больших размерах грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, когда облегчается заброс содержимого желудка и 12-перстной кишки в пищевод, она может забрасываться в пищевод и вызывать ощущение горечи во рту. А вот дуоденогастральный рефлюкс, кратко ДГР, заброс желчи из 12-перстной кишки в желудок, состояние, которое часто описывают во время проведения гастроскопии, ЭКТС, не является причиной горечи во рту, если дальнейшего заброса из желудка в пищевод не происходит. А когда он может происходить? Описала выше большой размер грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и удаление части или целого желудка. Какой вывод? К расстройству вкусовой чувствительности с появлением горечи во рту могут приводить более 200 состояний и 40 лекарств. И заболевания ЖКТ являются совершенно не основными причинами данного симптома. Что делать при горечи во рту? Первое. Соблюдайте гигиену рта. Регулярная чистка зубов и языка помогает предотвратить размножение бактерий и профилактировать возникновение горечи. Важно своевременно менять зубные щетки и использовать дополнительные средства гигиены – зубная нить, ёршики. Второе. Избегайте продуктов, вызывающих горечь. Если вы заметили, что определенные продукты усиливают горечь во рту, временно исключите их из рациона и понаблюдайте за своими ощущениями. Третье. Пейте достаточно воды. Благодаря этому происходит нормальное функционирование слюнных желез, что может уменьшить горечь. Четвертое. Избегайте никотина и алкоголя. Эти факторы могут усугубить проблему с сухостью во рту, что может привести к ощущению горечи. Пятое. Избегайте переедания, если у вас есть ГЭРБ. Это будет способствовать забросу желудочного содержимого и, возможно, желчи в пищевод, что может вызвать ряд неприятных симптомов, в том числе и горечь во рту. Постарайтесь употреблять пищу небольшими порциями и не ложитесь после еды. Если горечь во рту не проходит в течение длительного времени или сопровождается другими симптомами, обязательно посетите гастроэнтеролога или стоматолога. Они проведут необходимое обследование и поставят диагноз. Если есть подозрение, что причина горечи в забросах желчи в пищевод, это необходимо подтвердить выполнением 24-часовой pH-импедансометрии. Если нет, то нужно искать другие причины, в некоторых случаях назначаются антидепрессанты. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!